В начале истории мы видим офис полностью покрытый гигантской паутиной. Внезапно что-то похожее на огромное жало пронзает одного из них. Парень по имени Купер опаздывает на работу и разговаривает по телефону со своим отцом. Его отец крайне недоволен постоянными проблемами Купера. Купер пытается доказать, что все не так уж и плохо. Вовлеченный в разговор, он едва не попал под машину. Наконец, он добирается до офиса, где работает в колл-центре клиники. По дороге ему удается отпустить пару глупых шуток в адрес своих коллег. Однако прежде чем он сможет приступить к работе, его вызывают на встречу с начальником, женщиной по имени Морен. Она получила жалобу на неподобающее поведение Купера с клиентами, поэтому она планирует его уволить. Внезапно их разговор прерывается оглушительным звуком, в результате чего все офисные работники теряют сознание. Проходит несколько дней, весь офис покрыт паутиной. Жуткие насекомые передвигаются по офису. Купер приходит в сознание и освобождается из кокона. Внезапно на него нападает гигантский жук. Несмотря на свой страх, Купер сопротивляется и умудряется оттолкнуть его. Немного успокоившись, он замечает, что его босс, Морин, заперта в ловушке рядом. Купер разрывает паутину. Морин тоже чувствует себя плохо и не понимает, что происходит. Внезапно она вспоминает, что она должна была встретиться с дочерью до того, как произошло это загадочное событие. Морен вместе с Купером выбегают из офиса и видят, что люди на улице тоже в огромных коконах. Морин видит в машине свою дочь, и Купер предлагает свою помощь, чтобы спасти ее. Купер помогает Саре вырваться из кокона, но девушка не сразу понимает его намерение и использует перцовый баллон. Внезапно огромное насекомое, похожее на осу, хватает Морин и улетает вместе с ней. Сара кричит в ужасе, но не может помочь матери. Купер страдает от жжения в глазах. Он и Сара понимают, что им нужно быстро уйти, но повсюду начинают появляться огромные жуки. Случайно опрокинув мусор, Сара замечает, что насекомые реагируют на звук. Она включает сигнализацию на своей машине, и все жуки бегут туда. Благодаря этому им удается сбежать. Купер и Сара забегают в кафе в надежде укрыться от насекомых. Сара очень беспокоится о своей матери и хочет знать, что случилось. Но для Купера ситуация столь же загадочна. Сара хочет помочь людям в кафе, но Купер против этой идеи. Внезапно мужчина по имени Хьюго хватает Сару за шею. Купер пытается помочь Саре, но вместо этого получает удар в челюсть. Затем ужасное насекомое появляется снова и нападает на Купера. Хьюго отвлекается от Сары и уничтожает жука. Придя в себя, Сара решает разбудить всех в кафе. Синди, Альберт, Личи, Роджер, Пи-Джей и полицейский. Вся команда пытается понять, что делать дальше. Роджер предлагает уехать на своем грузовике, но Сара предупреждает, что это плохая идея, потому что шум привлекает насекомых. Роджер и Пи-Джей игнорируют советы и садятся в грузовик. Звук двигателя сразу привлекает огромных жуков, которые разбивают автомобиль. Пытаясь убежать, Пи-Джей выпрыгивает из грузовика, но ломает ногу и позже попадает под колеса неуправляемого грузовика. Насекомые уносят Роджера, сидевшего за рулем, своими жуткими щупальцами. В битве с ужасающими существами погибает и полицейский, и Альберта. Отца Хьюго ужалило насекомое в спину. Остальные выжившие прячутся в ближайшем здании, и группа поднимается на крышу. Там они видят загадочный красный дым. Целый рой осоподобных существ летит в противоположном направлении. Купер предлагает поехать к своему отцу, военному в отставке, у которого есть бункер совсем. Внезапно к ним летят несколько насекомых. Личи машет руками, но они пролетают мимо. Оказывается, эти монстры полагаются исключительно на слух. Выжившие решают узнать больше о насекомых. Они заманивают жука в чулан с помощью радио. Личи предлагает изучить яд. Остальная часть группы не слишком в восторге от этой идеи, но тем не менее они согласны. Они снова сражаются с ужасающим насекомым и получают образец яда. Компания ждет результатов от Личи и вспоминает, что все они услышали звук, похожий на собачий свист, который причинил боль. Тем временем, используя подручные средства, Личи узнает, что яд действует как успокаивающее средство. Она также обнаружила красный газ, подобный тому, который они видели в небе. Ученый предполагает, что его выделяют насекомые, но она не знает, что это. Они решают остаться в здании на ночь и направляются утром в бункер отца Купера, по пути останавливаясь в доме каждого участника. Перед сном Купер пытается вспомнить, где он раньше встречал Сару, потому что ее лицо ему очень знакомо. Он не может заснуть и решает поискать что-нибудь поесть. Из коробки внезапно вылезают несколько маленьких жучков, пугая Купера, но тогда еще больше его пугает Синди, которая неожиданно появляется позади него.
Синди сообщает Куперу, что работает на телевидении, и предлагает им вместе пойти в студию, поскольку оттуда они могут связаться с любой точкой мира. Купер соглашается и говорит, что они вернутся за остальными утром, но у Синди другие планы. Она хочет уйти только с Купером. Парень начинает понимать, что он нравится Синди, но он не разделяет ее чувств. На следующее утро группа просыпается от шума, доносящегося из туалета. Пойманный жук пытается вырваться и издает ужасные звуки, которые должны привлечь себе подобных. Альберт врывается в чулан и уничтожает жука. Испугавшись, люди понимают, что пора уходить. Личи отказывается идти, потому что она хочет разбудить как можно больше людей. Она считает, что так с насекомыми будет легче бороться. Все, кроме Личи, выходят на улицу и направляются в сторону города. Купер хочет поговорить с Сарой, поэтому они идут отдельно от остальных. Сара не любит подобные вопросы и называет Купера ограниченным и незрелым. Они саркастически делятся своими мыслями друг о друге, каждый из них уверен, что хорошо знает людей. Наконец, группа прибывает в дом Альберта и Хьюга. Им нужно навестить прикованную постель мать Хьюга. Купер заходит с ними внутрь, а девушки решают дождаться мужчин снаружи. Внезапно Сара обнаруживает в кармане записку с номером телефона Купера. Мать Хьюга, к сожалению, уже скончалась. Альберт расстроен, выходит из дома с пистолетом и говорит, что готов двигаться вперед. Теперь команда приближается к дому брата Синди. Во дворе они замечают несколько человек в коконах, подозрительно лежащих рядом друг с другом. Внезапно брат Синди выходит из гаража с еще одним коконом в руке. Однако мужчина превратился в жуткого мутанта. Теперь он наполовину человек, наполовину насекомое. Он атакует выживших и ранит Купера. Синди пытается с ним поговорить, но он хватает ее. Хьюго спасает блондинку, но Синди просит его не убивать ее брата, не понимая, что от него в этом существе почти ничего не осталось. Испуганные люди приходят в себя в доме. Сара лечит рану Купера, пока Хьюго и Альберт проверяют, заперты ли все окна и двери. Купер просит Сару просто убежать, если он тоже превратится в такого монстра. Парень говорит, что он всегда мечтал о какой-то катастрофе, чтобы он мог жить в лесу такой девушкой, как Сара, и заселить планету. Они разговаривают и рассказывают друг другу больше о себе. Купер признается, что недавно потерял и мать. Альберт продолжает исследовать дом и внезапно чувствует себя плохо. Мужчина встречает Сару на кухне. Он не говорит ей о своем состоянии, но просит ее позаботиться о его сыне так же, как она заботится о Купере. Девушка удивлена такой просьбой, но все же соглашается. Купер спит после тяжелого дня. Внезапно Синди будет его и говорит, что ее брат был хорошим человеком и всегда заботился о ней. Купер уверяет девушку, что все будет хорошо, но теперь Синди хочет, чтобы Купер позаботился о ней. Она раздевается и ложится рядом с парнем. Она хочет его поцеловать, но он отталкивает ее и объясняет девушке, что его мысли заняты чем-то другим прямо сейчас. Синди обижается на Купера и выходит из комнаты. Выжившие продолжают свой путь. Сара снова смотрит на загадочный дым и думает, что это вылезает из гнезда ужасных существ. Она хочет пойти туда, потому что там может быть ее мать. Купер отговаривает девушку, потому что шансы найти ее и выбраться живой очень малы. Несколько гигантских ос снова пролетают над группой выживших. Люди замолкают и надеются, что насекомые пролетят мимо. Но внезапно Синди замечает, что Купер и Сара от страха держатся за руки. Она злится на Купера, падает в истерику и начинает кричать, привлекая жуков. Остальные безуспешно пытаются ее успокоить. Ничего не помогает, и Альберт стреляет в нее из винтовки. Купер и Сара в шоке, но Альберт утверждает, что иначе она бы не остановилась. Начинается очередная битва с ужасающими осами. Альберт уничтожает несколько существ, но один из них хватает его и пытается унести. Купер вовремя перехватывает винтовку и освобождает человека, но в этот момент на него самого нападает насекомое. Сара пытается ему помочь. Огромная оса отпускает его, но тут же хватает девушку и улетает с ней. Наконец, через некоторое время Купер, Альберт и Хьюго наконец достигают места назначения. Отец Купера зовет свою любимую собаку Люси. Купер просит отца не кричать, но его отец любит Люси почти так же сильно, как и сына, поэтому не перестает пытаться ее найти. Вечером у Альберта внезапно выпадает зуб. Сразу после этого он начинает превращаться в отвратительного мутанта. Он нападает на Купера, но парень пытается отвлечь ужасающее существо. Он ослабляет хватку, и тогда в него стреляет собственный сын. Хьюго плачет,
но объясняет Куперу, что его отец приказал ему сделать это. На звук выстрела слетаются другие насекомые. Итан, отец Купера, уничтожает одного из них, и теперь они втроем пытаются спрятаться. В спальне они находят мутировавшую Люси, и Итану удается отвлечь ее любимой игрушкой. Неожиданно на них нападает множество страшных жуков, но им удается укрыться в бункере. Отец внезапно выключает свет, говоря «спокойной ночи». Мы снова видим воспоминания Купера, когда его чуть не сбила машина, но теперь выясняется, что за рулем была Сара. Купер дает девушке свой номер на случай, если он повредил ее машину. Конечно, это просто повод пригласить ее на свидание. Вот почему у Сары была записка с номером телефона, и именно поэтому Куперу показалось лицо Сары знакомым. Отец будет Купера, и парень резко просыпается. Во время завтрака Итан говорит, что по радио нет правительственных сообщений, а это значит, что они сами по себе. Он планирует путь в безопасное место. Купер недоволен тем, что его отец снова принимает решение без него, ведь парень намерен пробраться в гнездо, спасти Сару, но его отец отказывается ему помочь. Разочарованный Купер не отказывается от своей цели, он уходит и решает сам помочь Саре, но внезапно его арестовывают военные и бросают в тюрьму. Парень не понимает, что происходит. Старик в соседней камере объясняет Куперу, что полицейские думают, что они заражены и скоро превратятся в жуков-мутантов. Старик рассказывает свою историю, и оказывается, что он был одним из группы Личи. Однако справиться с насекомыми им не удалось. Странный дым, идущий из гнезда, оказался горючим газом, который выделяют насекомые. Из-за этого возник пожар, уничтоживший убежище группы. Никто, кроме старика, не выжил. В то же время Сара просыпается в гнезде ужасающих насекомых. Рядом с ней много коконов. Она пытается выбраться из этого ужасного места. На место привозят Итана и Хьюга. Купер пытается объяснить полицейским, что все очень просто. Чтобы проверить, кто заражен, просто проверьте его спину на наличие следов укуса. Они соглашаются проверить спину Итана. Но оказывается, что его уже ужалили. Начинается перестрелка. В то же время выживший старик превращается в насекомое. Отцу Купера удается разобраться с копами, и они втроем сбегают с места происшествия, взяв оружие и другие полезные предметы, в том числе взрывчатку. Тем временем напуганная Сара продолжает исследовать огромное гнездо изнутри и обнаруживает, что королева откладывает яйца. Итан, Купер и Хьюго продолжают свое путешествие на велосипедах. Итан объясняет, как его ужалили. Он освободил соседскую собаку из кокона, но он начал лаять, привлекая жуков. Отбиваясь от них, Итана ужалили. Компания приезжает к обрыву и видит огромное гнездо. Теперь Итан тоже полон решимости пробраться в логово и уничтожить его. Сара с ужасом наблюдает, как королева пожирает людей в коконах. Девушка планирует уйти, но встречает ребенка-мутанта. Он чувствует Сару и вдруг начинает пронзительно кричать. Саре нужно уйти как можно быстрее. Итану внезапно становится плохо. Купер хочет помочь ему, но отец надевает наручники на него и нокаутирует Хьюга. Мужчине уже нечего терять, поэтому он решает пробраться в гнездо и взорвать его. Он прощается с сыном и уходит. В то же время Хьюга приходит в сознание и вскоре освобождает Купера. Ребята, не раздумывая, направляются к гнезду, хотя мужчина велел им держаться подальше от этого места. Сара внимательно прислушивается к каждому звуку. Внезапно к ней приближается Итан. Испуганная девушка думает, что это жук, и наносит ему удар ножом в руку. Они представляются, и Итан объясняет ей, как сбежать. Сара плачет, потому что не смогла найти ее мать. Он успокаивает ее и говорит, что пришел взорвать это ужасное гнездо. Сара предлагает Итану отвезти его в логово королевы. Они достигают места, но не находят там королеву. Итан приказывает Саре уйти. Внезапно они обнаруживают над собой королеву. Итан открывает по ней огонь, но уничтожить это гигантское существо не так-то просто. Купер и Хьюга услышали звуки выстрелов и спешат на помощь. Королева начинает издавать оглушительный звук, но у Хьюга проблемы со слухом, поэтому ее крик на него не действует, и парень вовремя бросает ей в рот взрывчатку. Купер продолжает в нее стрелять, как вдруг его отец начинает превращаться в монстра. Ребята спешат к выходу. Купер активирует взрывчатку, и гнездо взрывается и разлетается на мелкие кусочки. Купер просыпается в больнице, где его встречают Сара, Хьюга. Они открывают окно, вместо жутких звуков теперь слышат пение птиц. Ребята выбираются на улицу и начинают освобождать людей в коконах, и, наконец, Хьюга приглашает Сару на свидание. Но радость победы над монстрами длилась недолго. Внезапно они оборачиваются и видят что-то ужасающее, но что именно остается загадкой.